Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Закончился последний осенний месяц, ноябрь. Сегодня 1 декабря, и я вас поздравляю с первым днем зимы. Но это видео будет посвящено рукодельным итогам ноября месяца. Вы знаете, когда я готовилась к видео, я вспоминала, что же я связала. Потому что снимала вязальные влоги в начале месяца и рассказывала, какие у меня были готовые работы, над чем я работаю. И мне даже пришлось посмотреть свои видео, дабы ничего не забыть. И посчитав все свои работы, получается, что у меня их 10, представляете? Ничего себе! Но, конечно, из этих 10 работ половина работ это мелкие изделия, которые для меня вяжутся достаточно быстро. Некоторые я могу даже за вечер связать. Ну что, давайте по порядку. Что же я вязала в ноябре месяце и какие у меня рукодельные итоги? Что-то вы видели, что-то нет. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Первая моя готовая работа – это детский джемпер с вышивкой. Кто за мной следит, тот знает, что эта работа у меня переделывалась, так как я сначала вывязывала этот экскаватор, но мне не понравилось. Ну, очень кропотливая работа, если вывязывать до 7 нитей, это все перепутывается. Не очень, конечно, это все. От такой работы удовольствия не получаешь, наоборот. И поэтому я все исправила, отрезала эту часть с экскаватором, связала вниз и потом уже вышила. Для себя я попробовала новую технику, вышивку. Кстати, мне очень понравилось вышивать. По вязаному изделию делала я это впервые. Это гораздо проще, в разы проще, чем все это вывязывать. И здесь большая благодарность моим зрительницам, подписчицам, которые мне написали об этом в комментариях. Я сначала думаю, да не умею вышивать. Ну, где не умею, всегда можно научиться. Вот. И для себя я решила, что в будущем я еще обязательно попробую. Может быть, для дочки что-то свяжу, а может быть и для себя. Посмотрим, поживем, увидим. Дальше у меня пошли мелкие работы. Я не помню, в какой последовательности. Первое, да, это вот носочки мои. Вот такие тонкие носочки. И я их вязала по описанию. Здесь узор вафелька, по-моему, вафля, по-моему, называется. Вот такой узорчик. Веселенькие носочки. Это пряжа, потому что такая веселенькая. Надеваю я их дома, когда прохладно. Бывает такое, сидишь вечером, ну и что-то вот ноги замерзли. Раз, носочки надел. Значит, это пряжа. Пряжа мне была подарена Мариной с канала Рукодельные вечерочки. Вот такая пряжа. У меня носочная пряжа есть, но не в масштабных каких-то там больших количествах. Я с ней знакомлюсь и знакомлюсь благодаря своим девочкам-подружкам, которые мне присылают носочную пряжу. Еще у меня есть пряжа, которую мне прислала Ирина, моя подписчица, в прошлом году, подарочек. Но она пока еще лежит. Это, по-моему, Alize Comfort Socks. Лежит пока. Вот такой у меня запал. На меня допал связать носочки. Что-то это было в перерывах. Я ждала пряжу, дочке вязала. И как-то вот думаю, надо связать, чтобы у меня были носки. Знаете, по описанию носки мне понравилось вязать. Почему? Потому что если вязать просто лицевой гладью, то как бы, ну, это немножко скучновато. А здесь все-таки узор, потом пятка какая-то абсолютно новая для меня. Я впервые... У меня квадратная пятка в носках, то есть самые-самые обычные. Попробовала, связала. Вот моточек. Стандартный состав. 75% шерсть, 25% нейлон и в 100 граммах 400 метров. Нитка тоненькая.
спицы 2 или 2,5, наверное, спицы. Да, вот такая ниточка. Ну, наверное, здесь больше, чем полмотка ушло. Ну, вот и осталось. У меня в задумках, мне очень хочется связать новогодние носочки в бело-красной тематике. Даже у меня жаккард подобранный для этих носков. Но пока плечевые изделия перебивают. Ну вот такие носочки у меня есть. Кстати, даже зимой в ботиночке можно надеть. Посмотрим. Вот такая у меня работа. Дальше следующие мелкие изделия. Это дочка просила меня митинги. Я вам показывала вот эту пряжу, я соединяла. Это пряжа 100% меринос супер вош. Экстра файн супер вош. От Siam. А это тоже от Siam Angora Fine. 50 мохер, 50 нейлон. Я соединила самые обычные, простые вот митинги. Тепленькие. Дочка попросила, я ей связала. Хорошо держит резинку, но вот эта пряжа, кстати, меринос, она хорошо действительно держит резинку. И в сочетании мохерчик дает такую вот пушистость, пушистенькие и немножечко меланжевый эффект. Дальше я вязала для себя комплект. Он у меня активно сейчас, я его активно ношу, этот комплект. Это косынка. Она в одну нить у меня связанная. Дальше у меня связанная шапка в 2 нити. Шапка, бини, двойная в 2 нити. Подклад связан у меня из 100% бэби альпаки. Тоже была подарена мне пряжа. И я связала себе митинги. Митинги в одну нить. Еще хочу связать варежки. Вот митинги в одну нить. Почему-то эта пряжа немножечко даже закосила. Странно. Очень даже странно. Вот такие вот обычные абсолютно. Знаете, резиночку слабо держит в одну ниточку. Но мне, так как я вязала их с целью, потому что когда вот прохладно, особенно по утрам, мороз бывает, то мне за рулем очень удобно. Вот в таких вот митингах связала я себе обычные. Но здесь пайетки, здесь люрекс, здесь узоры-то не нужны абсолютно никакие. А вот варежки я хочу в 2 нити и хочу, наверное, вот по вот этой, да, тыльной стороне ладошки пустить узор. А внутри будет лицевая гладь. Вот целый комплект. Очень мне нравится. Здорово смотрится. Я и с курточкой надевала. И у меня пуховик длинный с такого графитового цвета. Тоже очень хорошо подходит. В общем, ношу сейчас с удовольствием этот комплект. Дальше у меня так съезжает. Подождите, поправим. Не сказала про пряжу. Да, давайте пряжу. Это пряжа от Artland Classy. Здесь в составе 45% норка, 20% мериносовая шерсть, 5% шелк, 20% нейлон, 10% металлик пайетки. В 50 граммах 240 метров. Цвет сирень. Пряжа мне была подаренная в прошлом году Оксаной Гуликовой. Красивый цвет, пайетки. Кому интересно про этот комплект, в Дзене у меня есть статья. Я где подробно писала, как я вязала. Все там подробно описано. Кому интересно, пожалуйста, проходите, смотрите. Ссылочку оставлю в описании к видео. И там я про эту пряжу тоже говорила, да, по сравнению, если просто с норкой. Дальше плечевое изделие для моей дочки. Это джемпер. Узор
Мне некоторые до сих пор пишут комментарии, спрашивают мастер-классный узор. Девочки, мастер-классный узор тоже в Дзене есть. Подробный, попительный, как он вяжется. Раппорт узора высоту. Вяжется очень просто. Смотрится, смотрите, шикарно. Просто шикарно. Этот джемпер настолько полюбился моей дочерью. Она не хочет его снимать. Просто надевает его в школу. Я его вот уже дважды постирала, этот джемперочек. Ну что хочу сказать. Вот 2 недели активной носки. И, ну, как бы, в принципе, как и предполагалось, где катышки появляются? На рукавах. Да, по партии же мы пишем, ерзаем. То есть вот в этой части. Но они легко снимаются. Вот эти вот катышки абсолютно легко. Вот так вот просто рукой. Даже без каких-либо специальных приспособлений. Здесь у меня 2 микса пряжи. Она одна и та же. Это пряжа. Китайский мохер. Сейчас я обе этикеточки достану вам. И покажу то, что у меня осталось. Пряжа мне очень понравилась. По вязанию, ощущению она абсолютно одинаковая. Но вот на этикеточках немножко по-разному написано. Для моей дочки в подарок одна вязальная феюшка вот такую вот мне пряжу присылала вместе с мохером тоже от Атрика. Королевский мохер. 2 моточка. Это я и вязала сиреневую кофточку на пуговках, как она меня просила. Я с этой пряжей работала уже и вязала в прошлом году кардиган в школу серенького цвета. Была эта пряжа. Очень она мягкая, комфортная. 4 моточка мне, значит, эта феюшка нам прислала, но 4 моточков не хватило. И что делать? Я посмотрела, ведь Атрика продает сейчас в Озоне свою пряжу, но такого цвета не было. А заказ мне нужно было 2 мотка, потому что мне не хватало на рукав. Заказывать, если у них из магазина, я даже не смотрела, но с пересылкой получается очень дорого. И тогда я вспомнила, что есть еще один кашемир, тоже китайский, Аурум. Вот такая этикеточка. ВБ в Wildberries. Я чаще в Wildberries заказываю. Я посмотрела по цвету, я нашла вообще прям в один к своему мохеру. Ой, господи, мохеру. К своему кашемиру. Вот, видите. Цвет один в один. Но я говорила о том, вот сейчас я даже уже и не пойму, какой рукав. Но первый раз, когда я стирала, какой-то был рукав более, когда намочила, более такой розоватый оттенок. Но вот сейчас уже я и не скажу, какой. Ничего не заметно. Так, а что тут в составе-то? Значит, в составе 25% монгольский кашемир, 25% австралийский меринос, 30% вискоза, 20% нейлон. В 50 граммах 310 метров. А у Атрика пишут 50 кашемир, 20 шерсть, 30% искусственные волокна. В 50 граммах 320 метров. Не знаю. По ощущениям, тактильным, все как бы один в один. Есть доп. Нить. Я вязала в 2 ниточки, но 1 нить. Это вообще очень тонко. Мне такое как бы не хотелось. В 2 нити я вязала. И 1 дополнительная ниточка. Вот. Но это как бы дополнительная нить. Она более стабилизирует полотно. У нее вот есть немножко стрейчевый эффект. Только чисто для этого я ее добавляю, как бы для именно вот того, для того, чтобы она полотно держала. Изделие получилось очень мягким, комфортным, приятным. Я для себя бы тоже такую пряжу с удовольствием бы рассмотрела. Единственное, что вот как-то в прошлый раз мы не замечали такого эффекта, а в этот раз у нее черные теплые брюки у дочки, и она надевает вот этот джемперок сверху, и у нее верхняя часть вот прям пушок. Приходит вечером, все это счищает. Не знаю, с чем это связано, а так очень-очень приятная пряжа, мягкая, пушистенькая. Вот для людей
которых чувствительная кожа, очень подойдет. И, конечно, изделие очень приятное, очень приятное. Это такое вот у меня изделие. Дальше изделие для меня. Изделие для меня это джемпер с японским плечом. Как хорошо, когда светло и цвет передается. Когда я фотографировала, я не знала просто куда встать. Вот цвет вообще никак не получался тем, каким мне нужно, каким он есть на самом деле. Значит, это пряжа Baby Yak. Тут вообще абсолютно натуральный состав, плюс шишибриковый люрекс. Ну а техника японское плечо. Интересная. Я об этом подробно рассказывала, когда презентовала это изделие. Это второе изделие у меня на первый джемпер бирюзового цвета с меланжевым эффектом. Подробный мастер-класс. И я рассказывала, когда вот этот джемпер показывала вам, я рассказывала, на что нужно обратить внимание при вязании этого джемпера, потому что здесь пряжа толще. Я еще пока не смотрела, у меня были комментарии: Татьяна, пожалуйста, мастер-класс как бы оставьте. Но если и будет, то есть как бы если я выставлю, то это только начало именно. Но там другое начало, этот джемпер уже переделанный. Я пока еще не смотрела. Здесь у меня узор, теневой узор, легкий, ненавязчивый, говорил о том, что можно и просто было лицевой гладью, но два джемпера одинаковые, в одинаковой технике лицевой гладью мне как-то не очень хотелось, что-то все равно хочется, чтобы было другое и новенькое. Значит, надевала, что хочу вам сказать. Очень комфортно чувствуешь себя в этом изделии, в помещении, не парит. То есть, как бы очень так себя комфортно чувствуешь, не парит это изделие. Надевала я его уже дважды. Пока, что хочу сказать. Ну, я думаю, что катышки тоже будут появляться вот в этих вот местах, но пока ничего у меня нет, никаких катышек нигде не наблюдаю. Но так как пряжа такого, знаете, ровничного типа, я сейчас покажу, то все-таки мне кажется, что как бы будет, все равно появится. Но пряжа класс, очень классная. Если когда-то просто вы увидите пряжу, в составе которой есть Baby Yak, то я вам рекомендую попробовать. Вот такая вот пряжа. Это от Biaggioli Modesto, известная фабрика. Видите, вот такой шнурочек, набитый пухом. Здесь вообще нет искусственных волокон. Здесь Baby Yak, кашемир, шелк и хлопок. Или шелка нет. Вот точно знаю, что Baby Yak 59%, потом сколько-то там 15 или 19% кашемир и хлопок. А шелк не помню, есть или нет. Но я называю, когда показываю вот этот вот джемпер. Там у меня этикеточка была отдельно, куда-то она у меня делась. А это просто пряжа компаньон, шишибриковый люрекс. Я, кстати, пробовала впервые, и мне понравилось. Это тоже от итальянской бобинной фабрики, известной Luxury Selection Pariga Lucky Star. Здесь вискозный люрекс. Не на полиамиде, а вискозный. Тоже понравилось, кстати, добавлять. Он не колется, не доставляет никакого дискомфорта коже, а добавляет цвета, блеска. То есть мне понравилось. То есть для себя я как бы на заметку взяла. Изделие, конечно, очень получилось добротное. Для зимы, я думаю, вообще будет здорово. И изделия, которые я вот буквально связала позавчера, у меня сохло это изделие, высохло. Прямо вот сейчас приехала. Я ездила, покупала резинку. Я хочу себе связать костюм. Причем у меня вообще в задумках связать себе не один костюм. Мне хочется связать костюм, чтобы он был цельный. Это юбка и джемпер.
Это вообще у меня из года в год постоянно хочется что-то подобное, но вот как-то то одно, то второе, несмотря на то, что я вяжу много, но вот бывает, что руки все-таки не доходят воплотить все идеи. А тут я посмотрела видео Лили Аслан, которая тоже связала себе костюм, и мне очень тоже понравилось. Я думала, какую мне пряжу выбрать. У меня есть, конечно, пряжа, бобинная пряжа, но здесь как бы не каждая пряжа подойдет. Почему? Потому что мы вяжем, когда изделия, юбки, например, да, или брюки, допустим, нужно, чтобы в составе все-таки была пряжа проверенная, которая держит форму, не вытягивается. Либо, то есть, как бы еще, чтобы в составе, я просто смотрела видео Натальи Коско, у которой магазин пряжи, причем я первую свою бобинную пряжу покупала у нее стопроцентный меринос Джелонг от Зегна Баруф. Тогда дочке я покупала эту пряжу, хотела связать ей платье. Связала кардиган, потом еще кардиган связала, и сейчас эта пряжа перекочевала в плед. Самый первый плед у меня мотивами связанный на канале есть, серый, вот как раз с этим салатный такой цвет. Все, теперь он там уже, эта пряжа поселилась. И она рассказывала о том, какую пряжу взять. Лучше, чтобы это была пряжа с меринос. Меринос с акрилом. Ну, акрил хороший. Я пересмотрела огромное количество всяких разных артикулов. Я знаю, что есть итальянская бобинная пряжа, которую очень хвалят. Это артензия. Там как раз 50 на 50. Но посмотрев как бы цену, думаю, пока я закажу, еще плюс пересылка, а не посмотреть ли мне альтернативу. И тут я вспомнила про пряжу о Лиде, от Семеновской пряжи Лидия полушерсть. Ведь эту пряжу очень-очень многие хвалят. Я с ней работала только как с добавочной нитью. А вот чтобы связать полноценное изделие, нет. Мне не хотелось покупать моточную. И я смотрела именно, чтобы была пряжа в бобинах. И я нашла. Вот такую вот бобинку, продается по 100 граммов. Все я взвесила эти бобинки. И здесь везде больше, чем 100 граммов. Плюс 5, плюс 9. То есть нигде нет, чтобы было в минус. Где-то, потому что конус весит 40. Мне это, конечно, очень приятно, когда как бы так продавец относится. Нашла я 2 магазина, где продают, три даже, либо продают больше килограмма. Ну, куда мне, как бы, в принципе, всегда пряжа пригодится, но мне не нужно было. Сейчас, на данный момент, больше килограмма мне не нужно было. И я искала, чтобы я могла купить столько, сколько мне нужно. В одном магазине продавалось по 200 граммов, и вот там, где я покупала, продавалось по 100. Но было всего лишь 5 цветов в наличии. Из этих 5 цветов я выбрала тот, который для меня более оптимальный. Потому что там либо такой, знаете, розовый, просто для девочек. Потом неоновый, салатовый, оранжевый, фиолетовый, по-моему. И вот такой цвет был. Ну, я, конечно, остановилась на этом цвете. Он очень красиво называется Viva Magenta. Цвет малиново-красный. Взяла я последние 6 бобинок у них. 600 граммов. И сразу с 3 бобинок я перематывала. Где моя таблеточка? Я перемотала в 3 нити. У меня 2 таких было таблетки. Одна причем побольше, другая поменьше. И вязала вот с 2 этих вот таблеточек. Вот это еще не перемотано. И связала я себе юбку. Юбка. Вот такая юбка. Связанная она резинкой 1 на 1. Здесь у меня разрез по ноге. Здесь немножечко складка, потому что, я говорю, приехала, и
она у меня досыхала, а я покупала резинку. Резинку ездила, покупала в тон, чтобы была. Вот. Не черную, не черную, чтобы вставлять, а именно, чтобы была в тон. У меня здесь вывязаны выточки, вот как вы видите, выточки у меня вывязаны и по передней части, и по спинке, и вывязан росток у юбки. Если видите, вот он больше, спинка больше у юбки. И разрез по ножке у меня будет. Я сначала думала, либо сбоку сделаю разрез, либо по ноге. Решила сделать по ноге. Я в прошлом году вязала себе красную юбку. Связана она была из пряжи от Атрика, по-моему, австралийская альпака называется. Она мне все-таки слегка покалывает. И именно по этой причине я ее уже даже надевала и в этом сезоне. Мне она нравится, она красивого тоже цвета малинового. Но вот немножечко все-таки есть колкость. И я думаю, ну это если я свяжу себе костюм, тем более вот эта пряжа Лидия, я понимаю, почему ее так хвалят. Мне настолько понравилась эта пряжа, очень понравилась. Очень понравилась пряжа. Вот посмотрите, как хорошо она держит форму. Да, почему я Лидию-то стала заказывать, так долго рассказывала про бобинную пряжу? Потому что она оказалась по цене выгоднее, чем я бы заказывала итальянскую бобинную. Поэтому я решила, я буду пробовать именно Лидию. И я очень довольна. Что здесь хочу сказать? Начинала я вязание поворотными рядами. И вот эту часть, где у меня разрез, я вязала поворотными рядами. У меня петельки сначала, ну, как вяжется полотно. Потом я перешла на круговое вязание. И вот здесь я заметила, что у меня петли совершенно выглядят по-другому. Там, где круговое вязание, петли были идеально ровные. Там, где было поворотное вязание, петли были не такие. Даже, знаете, как узор, как елочка какая-то получилась, вот эта вот резинка 1 на 1. И вы знаете, я так засомневалась, думаю, а если после ВТО у меня, вот я постираю, мне ничего не исправится. И что делать? И когда я вывязывала росток, то тоже были поворотные ряды. И здесь тоже вверху получалось немножко иначе. Но уже после одной стирки все идеально исправилось. Вот оно здесь даже незаметно, но мне так нравится это полотно. Она чуть-чуть вытянулась. Когда я ее примеряла, связанную, она у меня была до середины колена. Сейчас она у меня коленку закрывает, именно такой длины я и хотела. В общем, я так довольна. Я вот сейчас вставила резинку и примерила. Ну, здорово, вообще здорово смотрится. Конечно, сейчас я вам показываю это как лапша. Нужно смотреть уже в целостности. Буду вязать джемпер. Сейчас у меня пока, знаете, вот эта идея в голове. Но я представляю, что я вчера вечером уже себе представляла в голове, что я буду вязать, каким он будет выглядеть. Сначала вообще была первая мысль добавить пайетки в джемпер. У меня есть, но они более розового цвета. Не подходят. Я посмотрела, очень ниточка различается. Я не хочу меланжевый эффект, поэтому будет просто джемпер из этой пряжи. Теперь я понимаю, что мне хватит этих 300 граммов. Вполне. Еще вот здесь, наверное, 50. Я так думаю. Хватит. Он будет базовый, я все-таки так думаю. Такой. Хочется мне, наверное, своеобразной горловиной. Будет небольшой узорчик, такой эффект сделаю. И еще хочу попробовать сделать эффект на рукавах. Вот все мы посмотрим с вами. Пока я еще не начала его вязать, буду сейчас вот перематывать. Вот все мои работы на сегодняшний момент. Планов на декабрь себе настроила. Теперь надо воплощать. Мне хочется из мохера повязать. И честно сказать, я вчера уже начала, и так лихо, у меня уже спинка готова. Хочу связать себе джемпер, потом хочу связать себе кофточка, наверное, в сочетании двух пряж. Джемпер мне нужно связать, и хочу связать себе платье. Хочу платье совсем другой формы, по типу своего солнечного, но теплое. Теплый вариант. Вчера вязала себе
пряжу подбирала и вязала себе маленький образец, чтобы посмотреть, как пряжа себя будет вести. Ну, как она раскроется, вот это все. И какая она пряжа, шикарная, мягкая. Там Baby Альпака, Меринос тоже 100% натуральный состав. Буду вязать. Вот такие планы, большие плечевые изделия. Надеюсь, что все воплощу. А об этом, обо всем я вам обязательно расскажу в своих следующих видео. Ну что ж, а я сегодня с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.